Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Да, подзатянул в этот раз. Вон даже, видите, чуть-чуть маленечко обросло. У кого-то был ноябрь фест, а у меня тут декабрь фест. Но не специально, там были обстоятельства, и приходилось там делать то, и как-то не с руки. Но факт остается фактом, я снова с вами, вы уж меня простите, и сейчас вот эту вот недельную красоту будем смахивать. Как? Но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, и сейчас будет интересно. С двух разных совершенно наборов я понадергал, собрал, и вот эту красоту сейчас хочу вам показать на крупном плане. Какую? Вы смотрите, я начинаю, догоняйте. Парни, сегодня хочу убить двух зайцев. Как? Ну, во-первых, давно яки ждут своего часа. Головы уже больше месяца пришли как, и осталось их только показать. Головы совершенно одинаковые. С одной стороны открытая, с другой стороны закрытая. Разный финиш. По внешнему виду мюля, она и есть мюля. Казалось бы, бери ручку, да иди, брейся, пожалуйста. Плюс ко всему, в завершение теории вчера получил новые помазки Панда от компании Яки. Я и когда увидел, просто подобалдел, потому что выглядит достаточно нетривиально, необычно и просто интересно. Один синтетика, другой Tubane Badger. Но когда залез сегодня в заветный шкафчик, чтобы посмотреть, что там да как, какое мыло сегодня пойдет, рука первым делом потянулась к мешочку, открываю, а это Фирсов Иван Леонидович, Семикаракорск, Ростовская область. Его набор тоже уже очень-очень давно лежит, ждет своего часа. Это набор бюджетного бритья, в котором Т-обратный станок за 30 рублей, шаветка рапира за 85 рублей, гель после бритья за 140 рублей и крем после бритья за 50. Лезвие для шаветки и лезвие для Т-образного станка. За что Ивану огромное спасибо. Вот и пришла такая в голову мысль, что мы головы яковские-то сейчас уберем. Из двух помазков мы оставим, раз у нас сегодня бюджетное бритье, то уберем синтетику, потому что она сегодня без скидки и стоит где-то в районе 19 баксов, поэтому не наш случай. А вот на этом я хотел бы заострить свое внимание, да и ваше тоже, потому что с этим товарищем происходит что-то необычное. Сейчас на сайте Яков он за 14,5 баксов, 14,44. Tubane Барсук 14 баксов по цене кабана, даже дешевле некоторых синтетик. Как так? Как это может быть? Вот в этом я и хочу сегодня разобраться. Я понимаю, что-то так, знаете, не очень сбрасывает по низкому ценнику, да, все ясно, понятно. Но на этого товарища, вот сегодня, сейчас, на сайте скидка 53%. Я и хочу понять, то ли это фуфел какой-то неудавшийся сбрасывает, то ли у них там какие-то свои соображения, они просто хотят сделать людям подарок на Новый год. Вот этот товарищ сегодня и пойдет. А в остальном, как тут делить? Станок, шаветка, крем, лезвие. Давайте, наверное, не буду делить. Давайте, наверное, сегодня будет и станок за 30 рублей, и шаветка за 85. Крем после бритья, витамин F от фабрики Свобода. Мы с вами все знаем этот крем, достаточно такое простое, надежное и унифицированное решение. То есть в этом продукте я уверен, уже пользовался не раз, но раз Иван прислал, значит сегодня он тоже будет на обзоре. Лезвие сейчас подберем, а кремом, бриться-то надо же чем-то. Я вот Кливин что-то подобрал там в этом же ящичке, но, к сожалению, беспризорник. Он выпал из мешочка, и там все подписано, от кого, что, как. И вот сейчас даже не могу сказать, от кого этот крем. Не самый дешевый вариант на сегодняшний день. И в раздел бюджетного бритья он, наверное, может подойти только по верхней линейке. Потому что, на сегодняшний день вот этот крем можно взять где-то в районе, начиная от 150 рублей. Дешевле нет, 150-170. В некоторых магазинах он продается еще дороже. Но мы с вами знаем, что крем для бритья можно взять, начиная там с 20, 30, 40 рублей, тот же знахарь. Поэтому, знаете, вот эта позиция у нас сегодня будет так, с натяжкой. На всякий случай знаете, что крем можно взять дешевле. А все остальное останется на полных правах. Давайте заряжать станок. Незнакомый станок. Даже не могу сказать, как он будет брить, хотя по образу и подобию это жилет начала прошлого века. Но
Давайте, наверное, что-то, хотя бы лезвие выберу то, которое я знаю и к которому привык, хотя остальные тоже очень интересно попробовать. Вот Derby Premium, например, мне почему-то кажется, что сегодня бы неплохо подошло. Но все-таки, наверное, возьму жилет Silver Blue. Нравится мне это лезвие, и я думаю, что оно сегодня нас не подведет. Упаковка такая. Ух ты, ребят, первый раз такое вижу. Смотрите, лезвие с цветами побежалости. Радужное. Видите, да? Первый раз такое вижу. Но цвета побежалости — это нарушение температурного режима, и со сталью что-то было там не то. Именно вот отсюда появляется этот эффект. Ну, надеюсь, это нас не убьет. Станок. Станок сам по себе, ну, 30 рублей есть, ребят. Легенький, 12 грамм, то есть, ну, такой, знаете, минималистичный. Но, на мое удивление, для 30 рублей сделан довольно-таки неплохо. Это пластик, верхняя крышка, из чего-то литой. Шпеньки не как пуля у родного жилета, но так, смотрите, стилизованы чуть-чуть. Тут, скорее всего, литнички были, потом все это убирали. Нижняя плита. Ребят, ну, она средняя. Понимаете, вот я погнуть ее, да, я ее сейчас смогу. Но вот так вот она еще держится. Но согнуть я ее смогу. Сам для себя не стал бы брать я этот станок, ребят. Потому что я сейчас его вот так винтом могу сделать. Но для бритья, если не прилагать силушку дурную, сами понимаете, с дуру можно и стеклянный поломать, то побрить, скорее всего, можно будет. Но раз Иван прислал, давайте так и сделаем. Будем бриться. Ставим лезвие. Кстати, обработка. Вот здесь вот. Видите, да? Торчит. Не порежет, не поранит, но торчит. Ну, это аккуратненько можно срезать, потом шкурочкой заполировать, если вы против таких вещей. Крышка короткая, вернее, сама голова, длина короткая, на 41 мм. Уси торчат. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут с вылетом лезвия. Криво. Видите, да? Смещено, то есть вот здесь меньше, тут больше. Давайте сейчас посмотрим, сможем ли мы это восстановить. Так, понятно, откуда ухи растут. Из самой крышки. Шпеньки достаточно узкие, и они полностью не фиксируют лезвие, поэтому у него остается свободный ход. Надо при зажимании, наверное, все-таки будет больше закручивать. При закручивании слетает фольга, в которой обернули ручку. Кстати, она тоже пластмассовая, скорее всего, плюс ко всему еще и пустотелая. Так, ну а что теперь? Да нет. Та же самая кривизна. Та же самая кривизна. Видите, нет? Давайте я вам поближе покажу. Вань, ты извини, но давай сейчас еще третий раз попытаемся. Бог любит троицу. Но если в третий раз эта красота не станет ровно, я, наверное, все-таки не рискну им бриться, потому что, ну а смысл? Лезвие там кривое стоит, и заранее уже ясно, понятно, что из всего этого получится. Но видите, оно сразу первоначально не хочет ровно становиться. Вот тут еще как-то можно, наверное, ровно поставить, а при закручивании оно, видать, смещается. Давайте сразу попробуем зафиксировать. Вот так оно ровно, да? Вот так оно ровно. И сейчас попробую в зажатом состоянии подержать и закрутить ручкой, чтобы оно не имело шанса сместиться. Ну вот, вот. Тут уже немного получше. Ну, все равно.
далеко от идеала, по крайней мере, это не то, что было изначально. Но все. Вот такой красотой уже что-то можно изобразить. Вот этим монстриком сегодня и побреемся. А на вторую сторону пустим шаветку. С шаветкой я такой раньше никогда не сталкивался, есть у меня к ней вопросы. Внешне она, в принципе-то, выглядит достаточно неплохо. Вес в районе 15 грамм и выглядит солидно. А вопросы по части, наверное, все-таки ее конструктива. Потому что внутри есть вот такая вот штукенция. И понятно, что лезвие нужно будет зажимать в нее. Ну ладно, в нее я зажал. А дальше-то как? Здесь, смотрите, оно. Опа. Америка и Европа. То есть оно ходит свободно. Неужели только за счет того, что здесь будет лезвие, оно уже будет фиксироваться? Не верю. Возможно. Она как-то должна вот сюда чуть-чуть выходить. И вот так вот становиться. Опа. Ну, так не получается. Короче, давайте ставим лезвие. Благо, Иван прислал их целых два вида. Это Derby Premium Professional и Derby Premium просто. Derby Premium. Давайте, наверное, с простых начнем. Это половинки лезвий, предназначены специально для шаветок. Продаются наравне с обыкновенными лезвиями. Упаковка. Никакой тебе белой бумажки внутри. Вот они какие. Тут есть специальные выступы, оказывается, в которые можно вот так вот все и поставить. Ну ладно, хорошо. А дальше что будем делать? Ну вот. Ладно. Ну так оно не фиксируется. Оно ходит свободно. Вот оно. Это что такое? Так же не должно быть, правильно? Такое ощущение, что вот это вот разжато больше, чем должно быть, и она не фиксирует внутреннюю планку. Вот. Свободно вылетает. Так. Ну, в принципе, в некоторой степени можно догадаться, потому что смотрите, насколько отличается толщина внутреннего вкладыша от толщины самой державки. Как вариант, подстучать, подбить, подогнуть, но боюсь нарушить геометрию, поэтому я хз, что с этим делать. И тоже как-то даже маленько сыкотно. Но сам для себя я бы такой инструмент, конечно же, на баланс не поставил. Потому что, ну вот смотрите, чуть-чуть расслабился, да, она хлобысь и вылетела. И все, и полетела. То есть даже усилий прилагать не надо. Ну, давайте хотя бы попытаемся, что. Конечно, это не камильфо. Зажать ее, что ли. Я просто боюсь, что если сейчас вот плоскими возьму, вот здесь вот давану, я геометрию выгну. А если молотком подстучать, я тоже геометрию выгну. Это по-хорошему тисы бы и равномерно с двух сторон так поддавить. Вот это да. Это, скорее всего, больше бы пользы принесло. Попортило бы, конечно, внешний вид и все такое. Но, по крайней мере, работало бы. Так, ладно, давайте пока оставим так и попробуем, сможем мы этим побриться или нет. Ну, помазок. За помазок я вам уже говорил. Это Two Badger от Яки по смешной цене, цене кабанчика, синтетики $14,5. Но, ребят, для меня это нонсенс. Просто нонсенс. Я сам себе не могу объяснить, откуда такая цена у вполне себе приличного с виду и воспитанного помазка за 24 мм диаметром. Ну, давайте попробуем побриться. По набивке я бы не сказал, что они здесь отдохнули. Точно такая же набивка, как и у всех остальных барсуков Яков. По запаху Нихтферштейн вообще загадка. Если он еще и работать будет нормально, тогда я эту загадку точно не разгадаю. Ручка, ребята, чрезвычайно импозантная, совершенно неожиданно на фоне всего остального, что Яки делали, потому что
Ну, смотрите, как она смотрится. Понятно, что панда – это китайская тема. Они тащатся от этого. Но посмотрите, как они красиво все организовали. Молодцы. Молодцы, на ровном месте делали оригинальное изделие. Вот сегодня с ним и побреемся. Крем. Крем Cleaving for Men для чувствительной кожи. Тут для меня не все ясно понятно, потому что, с одной стороны, да, его можно прийти в тот же Окей купить или в больших супермаркетах, но разброс цен совершенно нетривиален, от 150 до 470 рублей. Как так может стоить один и тот же тюбик, для меня сие загадка. Но на базаре два дурака, один продает, другой покупает, поэтому я вот не знаю. Объем тюбика 100 мл, вскрытие будет вот такое, с контролем, обязательно будем прокалывать, ну и посмотрим, как он отработает. Ну а чтобы поддержать тему Ивана, бюджетное бритье, я нашел вот таких вот 3 гардемаринов. И я думаю, что они как раз в кассу подойдут. Это не самые дорогие и не самые дешевые, есть еще дешевле их, дороже это полно. Давайте, наверное, Man Energy. Давно его уже не было. И вот его-то сегодня, наверное, и поставим. Несмотря на его весь такой слегка потрепанный затрапезный вид, я думаю, что он еще не утратил своих особенностей и вполне себе даст нам освежиться после бритья. Все, пошли бриться. Ларчик просто открывался. Вот сейчас смотрите. Я вам хочу показать, как плотно и как хорошо сидит лезвие. Вот здесь вот даже частично вы можете видеть подсказку. Рассказываю. Теперь вот так вот уже вплоть до того, что лезвием надо вытаскивать. И вот вам подсказка. Не стал ничего ломать, не стал ничего поджимать. Просто вот на эту часть внутренней державки наклеил 4 слоя изоленты нашей электрической, которая очень часто излучает электриков и нас по хозяйству. 5-й слой, к сожалению, не пустил эту штуку. Пришлось брать тонкую прозрачную и лепить ее сюда. Ну и добился того, чего хотел. Сейчас уже просто так вот не продвинешь. Получается, если убрать прозрачную, то будет легко проходить, а с прозрачной уже туго. Поэтому использую все твердые предметы, до которых могу дотянуться. Какого вот это вот здесь вылезло, не могу понять, не должно ее там быть. Возможно, это просто краска на лезвие. Но сейчас уже можно не бояться. Сейчас все хорошо, все нормально. Так что компресс и ура-ура, вперед-вперед. Хорошо. Из тех 2 вещей, которые сегодня есть, у меня, наверное, самый большой жим-жим все-таки вызывает станок. Ввиду того, что, ну, во-первых, 12 грамм весом, во-вторых, ну, блин, ребят, ну, как-то это, ну, хлипенький. Опять же, вот это вот мыторство, пока мы его все-таки собрали, пока там что-то сумели сделать, ну, не знаю, сейчас посмотрим, может быть, все будет гораздо проще и эффективнее. Распечатал крем, намочил помазок, лишнее стряхнул. Ну вот столько, пожалуй, мы его с вами возьмем. Ну и поехали. Чуть-чуть воды. Ребят, помазок хороший. По узлу, по плотности, потому как работает на лице, потому как ручка держится в руках, потому как он смотрится. Мне вот эта панда улыбается, а я ей, ну, нравится. Но этот помазок будет отличаться от всего того, что есть у яков, 2 вещами. Первое, как только я его замочил, запах псинки чуть-чуть увеличился, хотя до этого его не было вообще. Пах нормально. И второе. Есть там запах какой-то химозы, какой-то фигни. Очень сильное подозрение, что это именно то, чем они отбеливают ворс. Очень даже может быть. На всех остальных барсуках я этого никогда не слышал. Вообще. Никогда совсем. Здесь он есть.
Вот это те единственные отличия, которые я успел зафиксировать. Но сейчас будем бриться и посмотрим, что будет дальше. Ну, с кремом явно переборщил. Посмотрите, какую шубу забабашил. Ну и станочек весом 12 грамм. Как вы сами понимаете, при чуть совсем маленечко, наверное, все-таки придется поддавливать. Давайте попробуем, может, все-таки пробьюсь через эту броню. Он не бреет ни хера. Ой, от слова, ну нет, не бреет. Ну то есть это ничего, вообще ничего. Несмотря на то, что на крупном плане, помните, да, там все-таки какой-то, ну, гап-то был нормальный. Ну а тут, и дело даже не в том, что недельная щетина, нет, он просто не хочет брить, он отказывается. Ну-ка, без. Ну вот, видите, ни звука, ни пука, ни зацепа, вообще ни в угу. Такое ощущение, что... Вань, ты уж извиняй, брат, но такой станок в моей жизни был опыт. Я как-то взял китайский станок, дурень желтого цвета, металлический, из... Да не пойми что, ну какой-то сплав, короче, был. И стоил он что-то то ли 40, то ли 50 рублей. Когда я его принес домой, взял в руки и попробовал вставить лезвие, ну, мне стало и грустно, и смешно. Короче, с тех пор я вот эти вот изделия китайского промо стоимостью там 30, 40, 50, 60 рублей, их вообще даже не рассматриваю совершенно. Зачем? Это просто выкинутые деньги. Я от всей души надеялся, что вот эта вот красота за 30 рублей будет не такой. По крайней мере, он выглядел-то, ну, поприличнее, чем тот дерибас, который я взял. Но природу не обманешь. Так что, увы и ах. Ладно, что, в конце концов, у нас есть шаветка. Последний раз, когда я пытался побриться шаветкой и клинком, там парни очень много комментариев под видео накидали, всяких разных, в том числе и: Иванов, не ленись, блин, иди, книги умные читай, учись. Ребята, ваша правда, надо. Там очень хорошая фраза прозвучала, которая у меня, знаете, вот в мозгу поставила отметку и сказала: вот так и надо, потому что человек правильно говорит. Научись правильно, научись хорошо. Хреново сам научишься. Вот это вот как пункт, как шрам прям. И буду, сейчас вот малейшая какая-то возможность появится, я не знаю, там новогодние каникулы или еще что-то, возьму эту книжку, скачаю, сяду и буду зубрить. Так что буду переучиваться на нормальный ход. Ну а сейчас пока как умею, уж сильно-то не серчайте. Ребята, легкая. Такое ощущение, что оловянной палочкой просто проводишь и все. Ну, совершенно непривычно, совершенно. Если сравнивать с шаветкой седов, вот сейчас дайте еще маленечко побреюсь, потом сравню. Вот, цапнул, что ли, начинается.
ребят, пока нравится, на удивление. Насколько не кокосовый станок, настолько, в принципе-то, ну, я адекватно воспринимаю эту шаветку. Давайте пойдем на второй проход, посмотрим, что дальше будет. Чуть-чуть водички. Ну, здесь такое ощущение, что закусывает, что щетина попадает вот в паз там, и что я тяну. Но только вот в этом месте. Как только перехожу сюда, сразу все нормально. Шаветка музыкальная, звонкая. Ввиду того, что у нее пустотелость вот здесь повышенная. Ну блин, как же она звенит, прям ух. Черканул. А вы знаете что? Накануне я получил еще одну посылку от Дмитрия Платахина, Новосибирска, тот самый, который работает заточником. Ножницы, маникюрные, там то все 5-10, выслал он мне наряду там с одной вещью еще одну штуку, которая очень быстро, очень хорошо останавливает кровь. Давайте испытаем, тем более, что у нас есть прецедент.
Это не какой-то, скажем так, камешек, не какие-то силумин или еще что-то. Это эндожи номер 4. Им раздают это по роду профессиональной деятельности. И насколько я понимаю, эта вся красота должна быть вот в коробочке. Вот идут с таким вот колпачком. Они вроде как для парикмахеров предназначены. Так. Ну вот пузырек у нас полностью открытый. На него надо одевать этот колпачок, который у нас здесь. Резать ничего не надо, там уже все есть. Ну давай посмотрим, что могешь. Так, на палец так вот, чуть-чуть так. Как удобно сделано. Слово Дмитрия – это нечто фантасмагорическое. То есть вот только поднес, и все, кровь сразу свернулась, убежала и сказала: все, ребята, сори, попутала, и уходит сразу. Ну, так это или нет, сейчас вот и посмотрим. Ну и третий завершающий. Нифига крема уже не осталось. Я, наверное, все-таки полсантиметра добавлю. Так, чуть-чуть, совсем маленько, дабы просто завершить начатое. Упала. Подняли. Ну, видите, я там водой сразу прошел. Ладно, разберемся сейчас. Ну, вот этого вполне будет достаточно, чтобы завершить бритье. Ну, с Богом. Ну вот.
Ну, в принципе-то неплохо. Да, есть вот здесь вот задиры, но это к инструменту никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к моим рукам. Ну, а так-то beautiful. Beautiful. Все, компресс и автошейв. Хорошо. Сейчас пока на компрессе сидел, вперился в полочку, на которой стоит две позиции на автошейв. На крупном плане сразу не обратил внимания. Это лосьон и крем. Ну и думаю, ну блин, ну я красавчик, конечно. Отхватил дабл. Крем после бритья принял за крем. Ну, короче, повод для кого-то поржать я уже прецедент создал. Хотя тут сильно-то не надо создавать. Несколько видео назад человек вышел под этим, под видео написал, как он в раковине набирает воду и бреется. Там же все сморкаются. Меня же как-то, знаете, так, блин, сразу вокзал перед глазами. Толпы страждущих подбегают в туалете к раковине, сморкаются, а ты туда набираешь воду и бреешься. Может, он это имел в виду? Вообще-то я у себя дома. Во-вторых, я знаю, что такое моющее средство и губочка, которая каждый раз очищает раковину так, что она блестит. Но наверняка лучше той, которая у товарища, раз он так к этому относится. Мы же как-то, ну, парни, мы же себя не на помойке нашли. Если ты побрился, у тебя там пена, щетина, все вот это плавает. Ну ты ж туда воду набираешь, чтобы компресс делать, правильно? Ну так ты, сука, не поленись. Возьми моющее, возьми губочку, помой, чтобы это все аж хрустело от чистоты, а потом только воду набирай. Или как? Или ты вначале сморкаешься, потом набираешь, и потом компресс, что ли, делаешь? Вот тут я не понял нифига. Но не разделяю эту точку зрения. Гигиена, чистота, это у мужика должна быть в крови. Ну, мы с вами русские люди, то есть, ну как? Не, чистенько и аккуратненько. Пускай порой бедненько, но зато чистенько и аккуратненько. Вот это вот правильно. Так, ладно, будем крем F от Ивана использовать, который тоже не единожды был у нас на обзоре, и который себя очень хорошо зарекомендовал. Потому что недорогой, очень часто всех выручает. После него многим людям нравится. Кожа хорошая. Ну, есть, конечно, вещи, которыми он не блещет. Это запах. Ну да. Тут, конечно, он не впереди планеты всей. Но со своим функционалом справляется. Ой. И даже такой слегонца ментоловый. Ты ментоловый, что ли, друг мой? Отметки нигде не увидел, но ментолом фигачит. В меру. По пятибалльной шкале где-то, наверное, на полторашечку, на двушечку. То есть без фанатизма. Ну все, давайте ждать, пока высохнет. Вот эту штуку я, к сожалению, некорректное испытание провел, не смог до конца проверить, потому что тыркнул ей, сразу водой сбрился, потом еще буду испытывать. Но Димычу я верю, он плохого не скажет. Если он говорит, значит, он это проверил, значит, так оно и есть, поэтому буду еще раз проверять. К нашим баранам. Набор Ивана. Станок не прошел никакие испытания. Как я относился к дешманским вещам, которые, ну, в станках, я имею в виду, там 20, 30, 40, 50 рублей, так и отношусь до сих пор. То есть вот для меня это гарбич, мусор, трэш, вообще ни о чем. Ну, то есть, ну, даже пытаться разобраться, что-то там починить, подогнуть, чтобы он начал брить, нет никакого желания совершенно. Потому что 30 рублей. Я могу себе представить, сколько души машинной вложили люди при производстве вот этого изделия. Не брать ни в коем случае. Зачем? Ну, это выкинутые деньги, просто выкинутые деньги. Пойдите вон рапиру пластиковую возьмите, или Вилкинсон, или... Ну, у нас полно таких станков. Один Дорка сколько видов делает. Там, по крайней мере, вы возьмете вещь, которая будет вас брить, а стоит 70, 100, 120, 150, 180 рублей. Да не ахти какие деньги. А бреют-то нормально. Но не это, ребят. Вань, спасибо, что дал ребятам возможность показать, потому что вот чего не брать. Рапирка. Шаветка. Вы знаете, не понравилось и понравилось несколько вещей. Давайте вначале, что не понравилось. Не понравилось то, что это требует напилинга. То есть, хотим мы того или нет,
но придется ее все-таки слегка доработать. Это не велик труд. Там взял изоленты, там нашлепал, тыр-пыр, 8 дыр, то есть у тебя все зафункционирует, все заработает. Это вообще, это даже, ну что тут, налепить изоленты. Велик труд, что ли? Да нет, нет же, конечно. Но здесь как-то сделано так интересно, что после того, как вы сюда вставите вот этот вот защип, такое ощущение, что у меня волосы туда и попадали. А вот это мне уже не нравилось. Вот здесь вот он неправильно организован. Была у меня такая шаветка, по-моему, Дова. Вот там вот что-то нечто такое подобное было. На седов и такого рядом не стояло совершенно. Но это, пожалуй, все, что не понравилось. А зато все остальное понравилось. Понравилось, что как она сделана. Приятная ручка, приятная фиксация. Винт зажат так, что она не будет колтыхаться, как говно в проруби, а будет вставать именно в то положение, которое вам необходимо при бритье. Ну и, пожалуй, что в бритье, ну, обыкновенная шаветка. Ну, только что вот волосы сюда попадают. А все остальное, ну, обыкновенно. Несомненный плюс 50 рублей. Да, конечно. Но с другой стороны, я седов могу взять, сколько там, $6 за 400. Ну, мне седов нравится больше, ребят. Так, без обид. Ну, то есть седов-то, конечно, да. Можно ли побриться это? Да, конечно, можно. Вот я со своими кривыми руками и то, вот, смотрите, что-то сумел сделать. То есть, а нормальный человек, который умеет бриться подобного рода вещами, то, конечно, побреется. Но седов она не победила. В моем личном списке седов все еще на первом месте по соотношению цена-качество. И самое главное, как она бреет. А бреет. Вот так вот прям бреет. Очень понравилось. Крем. Крем высох. На лице легкая испарина, та, которую я терпеть ненавижу и не люблю, и которая меня все время отталкивает от подобного рода продукции, потому что вот это вот испарина на лице, ну не нравится она мне, не смертельно, просто не нравится. Ну а кожа нормальная, кожа хорошая, ну то есть как бюджетник такой вполне себе, ну да, что нет-то. Тем более то, что мне не нравится, это не значит, что не нравится всем. Есть люди, которым это нравится, с витамином С, с витамином F, ну то есть, ну запах, конечно, запах, да. Не то чтобы на любителя, а вообще не кокосовый запах. Фигня, короче, а не запах. Что-то такое. Крем. Ну, вполне себе крем. Не латоха, не прораса. Ну, крем и крем. Я никогда не любил Кливен. Для меня он был какой-то, ну, нейтральный. Вот, я не знаю, ребят постарше, помнишь же Флорена, да? К сожалению, сейчас его не так уж и просто взять. Так вот, если сравнивать Дорка и Флорена, Флорена для меня это, вон там звездочка на самой высокой горе, сидит, сияет и прям, фух, ну вы идите сейчас найдите. Вот она пахла, стоит 3 копейки, вот там запах, блин. Вот туда пониже из того, что вокруг нас, ну, может быть, да, можно вот что-то такое турецкое уже поставить. Ну, а если из-за бугра заказывать, то латоха. Латоха, прорас и все вот такие вот крема. Ну, а это, ну, бриться, да, можно. Душу не раскрыл, не заставил ее петь, летать и орать. Блин, пошли все в жо, это мое. Вот такого не было. Но бриться, да, можно. Ну и ценник тоже непонятный. От 150 до 400 рублей. Ну, как бы, ребят, вы там уже определитесь. Или 400, или 150. А названия одни и те же. И объем, кстати, один и тот же. Поэтому нормальный крем, нормальный, но стоит ли он таких денег, 400 рублей, это каждый решает сам. Кстати, и запах прошел. Помните, я про химозу говорил? Нету ее. Ребята, вот это для меня загадка, которую я не разгадал. Отличный, великолепный барсук, Two-Band за 14,5 баксов. Ну, если кто-то видел такое раньше, ну скажите мне, где это? Я понимаю, что если вы где-то на ноунейм какой-то нарвались, и там стоит, там, допустим, барсук, с виду красивый, фотография, и вы смотрите, 15 баксов. Ну, я не знаю, как вы, у меня первая мысль, я бегу смотреть репу продавца. И если она ниже 99, я даже не смотрю. А если она выше 99, тогда я думать начинаю. Как правило, я все-таки принимаю отрицательное решение, потому что даже продавец с хорошей репой за 15 баксов ничего путнего вам из барсуков не продаст. Там стопудово, вы его возьмете, стопудово он к вам придет, вы раз, а там кишка болотная. То есть, ну, это будет сопля на палочке. Но это не ноунейм, это яки.
И все равно 15 баксов, 14,5, мать его, баксов. Самый обыкновенный, нормальный помазок от Яков. Но нет в нем ничего ущербного, за что можно было бы сбросить цену. 53% уценка. За что? Как? Почему? И вот если бы вышел сейчас кто-то из Яков и сказал, так, короче, ребята, башку не парьте, это вот типа там подарок на Новый год. Но это да, это бы я понял. А других причин, за что его продавать так незадорого, тем более новинку с новой ручкой, но у меня мыслей не хватает. Что вы думаете? Напишите в комментариях, может что-то отдельное такое. Но вот у меня пока... Вот это просто подарок. За 15 баксов добрый барсук. Да это даже не подарок, это просто лотерея счастливая. Вот если есть у тебя сейчас 1000 свободная в кармане, просто иди и возьми. Потому что потом хорошего барсука за 1000 рублей ты не возьмешь. 100% не возьмешь. Сейчас пока можно. Я офигел. Просто офигел. Внутренне у меня было что-то такое перед тем, как начать бриться. Думаю, ну сейчас вот что-то там будет. И тогда сразу станет ясно и понятно, почему такая низкая цена. Не нашел ничего. Вот поэтому и не разгадал загадку. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и, как в том фильме Шура, берегите карманы. Ребята, сейчас перед Новым годом столько будет соблазнов. Купи это, купи то, возьми то, надо это, надо то. Да. Потому что пора такая. Но вот это, мне кажется, в эту категорию никак не должно попадать. Хороший барсук за 15 баксов. Но я на своей памяти за все эти годы впервые с этим сталкиваюсь. Вообще впервые. Хорошую синтетику за 15, ну да, что, можно найти. И дороже, да, есть, дороже. Дешевле тоже есть. Но хороший барсук за 15 баксов, это фигня какая-то, прям уму нерастяжимо. Так, ну все, пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал.